Приветствую на нашем канале. Сегодня мы будем устанавливать газовый баллон, который мы купили в Обелинке. Для начала открутим вот этот кран, который нам не нужен. У нас вообще с газом история тянется с рождественских праздников. Все что-то не так. Прямо просилась. Поменяйте, поставьте баллон, чтобы были всегда с теплом. Ну вот, дошел ход. Я уже открутил 3 болта. И подготовим наши фильтры. А фильтры меняются при каждой замене баллона. С одной стороны такой выступ, его нужно потянуть вниз, и не получается. И откручиваем. Этот фильтр постоянный, насколько я понял. А внутри находится вот такой вот фильтр, который мы и поменяем. Сначала мы вытряхиваем вот этот фильтр. Надеюсь, он вытряхнется. И там уже видно, что там кое-что собралось. Внутри мы его хорошо протрем, чтобы был чистеньким. И вот такой новый фильтр, который мы туда закинем. И это все мы поставим на место в обратном порядке. До щелчка. Все, фильтр установлен. Также с обратной стороны чуть проще с той стороны, потому что рычажок находится с этой стороны. Второй фильтр не поддается. Уже 2 руками туда залезал. И никак. Поковырялся, но все-таки я его открутил. Тут он немножко почище, потому что в основном меняли передний баллон, или чаще меняли передний баллон. Но это мы тоже сейчас заменим и протрем. О, сколько парафина. А если вы не видели нашу рождественскую или новогоднюю газовую историю, то посмотрите в нашем ролике. Фильтр закинули и ставим на место вот таким же макаром до щелчка. Все, фильтры заменены, и можно устанавливать баллон. Сразу накрутим шланг для заправки. Знаем, такой вот. На Амазоне можно купить полностью комплект со шлангом, с адаптерами, с одним баллоном, либо с 2 баллонами. Стоимость примерно с одним баллоном 500 евро, с 2 баллонами где-то 1000 или чуть больше 1000. Так, сейчас я возьму ключ, затяну этот шланг и закинем баллон. Берем этот баллон и засовываем туда, где лежит наша лампа. Примерно так. Сейчас я его закреплю. Где-то слышал, что должны выйти быстросъемы. Но я насчет этого не знаю точно. В октябре у нас будет техосмотр. И мы узнаем, что еще надо будет. Итак, я закрепил баллон. Стоит нормально. Теперь можно подсоединить и шланг. Смотрим, как оно тут все подойдет у нас.
Тут левая резьба. Так, это у нас разъем для заправки. И мы купили вот такое вот крепление. В обратную сторону. И прикрутим его внутри. Думаю, примерно... Тут далековато будет. Вот сюда. Или с обратной стороны. Так, чтобы можно было вытащить первый баллон. Так, посмотрим, как там должно быть. Пытки сверлить. А что мы сделаем с старым баллоном? С одним? А старый баллон мы поставим в подвал на запас. Этот баллон ставим назад, для того, чтобы можно было менять сменный баллон. Чего, Коляк? Это можно сразу подготовить. Или не подготовить. Потом не подлезешь сюда, чтобы прикрутить. Но все-таки его сначала прикрутим. Куда ее прокручивать? Какой толщины это? Наверх толстая, на низ толстая. А тут, по-моему, тонюсенькая такая. Либо насквозь болтами. Упс. Упс. Ну ничего. Значит, нам нужны новые, другие болты с гайками. Или другая машина, побольше. А в лоб вот этой штукой. Мне не слышно все равно. Твой лоб слышно. Да. Ну, короче, будем ее сюда прикручивать. Нужны будут другие болты. Или другая машина. Большая. Шутка. Шутка. Что можно это все-таки подготовить. Потому что нам нужны будут другие болты. С другой стороны. А это я сделаю, наверное, в другой день. Вот этот уголок я заказал специально для этого, как он называется, не знаю, для этого разъема. В интернете я нигде ее не нашел, ни в Обелинке. Скорее всего, я там не искал его. Специально для этого сделан, для того, чтобы можно было закрепить этот разъем. Для удобства. Надеюсь, этот ролик будет кому-то полезным. Не забывайте менять фильтры, особенно если фильтры от Дометика. Их нужно менять при каждой смене баллонов. Не забудьте, конечно, поставить лайк, подписаться. Ну и прокомментируйте. Может, у кого-то еще какие-то идеи есть, либо советы. Мы будем рады принять их к сведению. Возможно, что-то используем. Эти фильтры для дометиковского фильтра продаются в магазинах, примерно 15-17 евро, 10 штук в такой вот упаковочке. И вот так это будет выглядеть. Закрепила шланг, его нужно подтянуть. Здесь закреплю я 4 болтами к стенке. И будем заправляться на заправке. Это будет классно. Не замерзнем уж в следующий раз. Надеюсь. Вот этот старый фильтр, он уже начал расслаиваться. С него сыпется что-то вроде парафина или что-то непонятное. Закинем их. Это еще нормально. Это от первого. Нет, это от заднего баллона. Кидаю второй баллон. Пока его закреплять не буду. Это закреплю здесь примерно. И баллон должен, по идее, входить и выходить. Как голубой шарик в горшочек из-под меда. Итак, наступил второй день оживления. Не то.
Как раз и то. Продолжай. Продолжаем ставить баллон. Как вы заметили, я сходил к парикмахеру. Красавчик. Так, сегодня поставим вот этот уголок, засверлим дырочки и закрутим его болтами. Надеюсь, попал. Увидите, тут небольшой рабочий беспорядок, такая стружка, пилочки, не знаю, как это называется правильно. Вот если бы у нас был прибор, как у Антона, то мы бы сейчас быстро и раздули все по нашей газовой комнатке. И весь этот мусор бы распределился равномерно, а так он пока лежит в одной кучке. Вот уже Витя просверлил дырочки, вставил, я не знаю, как это ведь называется, шурупчики, болты. болтики. Вот, и очень скоро здесь будет крепление. Ну, мусор, конечно же, уберется. Будет чистота и красота. Так, это немножко надо будет загерметизировать. Газа еще нет, а уже воняет. Чем? Ну вот этой мазюкой. Она не воняет вообще. Воняет, Нет. да. Как вам наша наклеечка? Красиво, да? Заходите. Подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите наши ролики. Мы стараемся и будем рады вашим лайкам и комментариям. Вот так вот у нас получилось. Переставлю эту открывашкой вниз, для того, чтобы она меньше мешала наверх. Было не очень удобно. Как у тебя ловко получается. Раз-раз и готово. Я так не умею. Нагайка туда куда-то улетела. А когда мы будем испытывать ведь этот новый газовый баллон? Когда ты хочешь попробовать заправить его? В следующие выходные. В принципе, эту беду можно было бы не ставить сюда. Ну, для прочности, наверное, ставишь. Что-то, чтобы мусор туда не попадал. Ну, тоже нужное дело. Так, и накидываем сюда этот шланг. Осталось его подтянуть, и все готово. Кстати, фильтры я только потом заметил, когда после того, как сняли первую часть, или когда я менял фильтры. Вот здесь вот есть вырезы на всех четырех сторонах. Получается, можно эти стаканы ставить так, как удобно. Крутить, Потом, в общем, можно, да? крутить. Вот я поставил так, как мне надо. Подтягиваем шланг. Все соединения уже подтянул. Осталось поставить второй баллон. И мы готовы к заправке газа и к выезду. Пока я уносила вещи зимние из машины, прихожу, а тут уже чистота на полочке на этой, видите? Прихожу, спрашиваю, ведь тебе что, подарили прибор, как у Антона? Или ты просто сделал и все? По-моему, так вообще дешево. Я к Антону сбегал просто. Ага. И он мне его... Подогнал Да. на время. А я думала, у тебя своя дуйка. И хорошо. Ставим баллон, посмотрим, как он заходит. Заходит. Как по маслу почти. Закрепляем. Еще такая беда, которая толком не работает. Ну, наклей. Ну,
Она не помешает. Это датчики такие, да? Да не датчики это. Ну что, они же показывают, сколько газа? Или чисто символически там для красоты? По-моему, они чисто для красоты. Для тех, кто захочет поставить такой баллон, скажи, по сложности, это какая сложность? Очень сложно, не сложно? Это не сложно. Поставил, подсоединил все шланги. Ну, и, в принципе, все готово. И по времени сколько в среднем это уйдет, если вот от начала и до конца? Но если от начала и до конца и не менять, и не долбаться с этими с фильтрами, то за полчаса, я думаю, можно сделать. Ну, если накинуть немножко, ну, в Ну, плюс пределах часа, съездить в да? магазин за болтиками какими-нибудь. Мгм. То есть стоит, да. Ну, а в практичности мы этот баллон проверим уже На следующие в выходные. путешествиях, да? Как это? Конечно, это лучше бы проверить зимой, да? Как это удобно, как это быстро. Лучше это съемный баллон, чем два обычных на замену или нет. Ну, попробуем уже, как поставили. В других роликах расскажем. Надеюсь, наш ролик будет кому-то полезным. Мы сами устанавливали это первый раз. Столкнулись с некоторыми трудностями, с заменой фильтров. И так, в принципе, из-за того, что там проем маленький, выглядит это, Ну, узко вообще, да. узко. И туда толком не подлезешь, но я развернул эти стаканы так, чтобы можно было удобнее их откручивать и менять Ну и фильтры. вообще большому человеку нужна большая дверь, а здесь маленькая, поэтому, да, ведь? Да, мне такая нужна. Мгм, пошире. И еще вопросик. Некоторые зрители спрашивают, когда будет обзор вашего автодома? Вот вы же катаетесь, а некоторые спрашивают, как вы там помещаетесь вчетвером? То есть людям интересно, как наш автодом устроен внутри. Есть у тебя в планах сделать обзор автодома? Обзор будет скоро. Значит, это повод смотреть наши ролики дальше. Подписывайтесь, да? Да. Ставьте лайк и смотрите нас. Будем рады. Перед тем, как установить этот баллон, я посмотрел несколько роликов. Мне попался также один ролик. На них мы подписаны. Они ставили баллон спереди, и вот этот разъем, они прикрутили его прямо напрямую на баллон. Но мне кажется, это неудобно. Если всего один баллон и второй, да, он вроде бы на запас, Под на замену. всякий пожарный, да. Но для того, чтобы его потом поменять, нужно вытаскивать оба баллона. Заправной. Да. Мне кажется, его просто поставить туда на постоянку назад. Эту штуку мы вывели вперед. А этот съемный или заменный баллон просто С края его удобно, быстренько вытащил, засунул, и заменил всё. и все. А если не хватает, то тот легко заправляется, и его не надо трогать. Да. Молодец. Пользуйтесь так. лайфхаком. Будем рады, если пригодится кому-то. Очумелые ручки. Еще Вот надо и его всё. помыть, почистить.